Повязку на голову с рисунком выполним пряжей Alize Maxi. Акрил шерсть в пропорции 75 на 25. Пряжа толстая, в 100 граммах 100 метров. Как обычно, сначала подберем спицы под пряжу. Сложим нить вдвое и слегка скрутив жгутик, сравним со спицей. Они должны быть примерно одинаковыми. В каждом ролике я напоминаю, что для комфортного вязания спицы должны быть в 1,5-2 раза толще одинарной нити для вязания. В нашем случае это спицы номер 4. Для набора петель спицами необходимо оставить кончик нити, превышающий ширину изделия в 2-3 раза, в зависимости от толщины нити. Я практикую классическое вязание на спицах. Вы можете делать это как привыкли. На 2 спицы, сложенные вместе, набираем 22 петли. С набором петель, вывязыванием лицевых и изнаночных петель классическим способом, а также способом закрытия, можно ознакомиться в ролике «Классическое вязание на спицах». Извлекаем одну спицу из набора, разворачиваем спицы навстречу друг другу. Приступим к вывязыванию узора по схеме номер 2. Единственным отличием будет то, что вместо одной изнаночной петли в начале и конце схемы мы будем вывязывать 2. Чтобы края повязки получились ярко выраженными, в начале каждого ряда, как лицевого, так и изнаночного, будем снимать 2 первые петли, не провязывая на правую спицу. Это наши кромочные. Провязываем 2 изнаночные. Затем, следуя схеме, 1 лицевая скрещенная. Это такая же лицевая петля, но провязанная от задней стенки, то есть спицу заводим справа. Дальше 2 изнаночные. Восемь лицевых. Две изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, и в конце ряда 2 лицевые. Поворачиваем вязание. Во втором изнаночном ряду первые 2 петли снимаем на правую спицу, не провязывая, нить перед петлями. Все изнаночные ряды провязываем, как смотрит вязка. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. После 2 снятых кромочных 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 8 изнаночных, две лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, в конце ряда 2 изнаночные кромочные. Поворачиваем вязание. В начале 3-го ряда первые 2 лицевые петли снимаем, не провязывая, нить за работой. 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, а на следующих 8 петлях сделаем 2 перевития. Поменяем местами 2 первые пары петель с наклоном влево. Первые 2 петельки снимаем на булавку и оставляем перед работой. Провязываем вторые 2 по порядку лицевыми, возвращаем снятые на спицу в том же порядке и тоже провязываем лицевыми. Получился наклон влево. В этом ряду перевития сходятся вместе.
Следующие 4 петли поменяем местами с наклоном вправо. Снимаем со спицы первые 2 петли и оставляем за работой. Провязываем 2 петли по порядку, возвращаем снятые петельки на спицу и тоже провязываем лицевыми. Две изнаночные, одна лицевая скрещенная, 2 изнаночные и в конце ряда 2 лицевые кромочные. Поворачиваем вязание. Четвертый ряд, как и все изнаночные четные в этом узоре, провязываем по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Первые 2 снимаем, не провязывая нить перед петлями. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 8 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Поворачиваем вязание, провязываем 5 ряд без изменений, как смотрит вязка. Первые 2 петли снимаем не провязанными, нить за работой. 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, то есть от задней стенки, 2 изнаночные, дальше 8 лицевых. Две изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 2 последние лицевые. Шестой ряд, как и все изнаночные, по рисунку. Первые 2 петли снимаем, не провязывая нить перед петлями, а дальше над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. В седьмом ряду нечетном лицевом, согласно схемы, второй раз сделаем перевитие. Но в отличие от первых, они будут расходиться от середины в стороны. Первые 2 лицевые петли снимаем на правую спицу, не провязывая, 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Следующие 2 лицевые петли снимаем на булавку и оставляем за работой. Провязываем 2 петли со спицы лицевыми, возвращаем петли с булавки в том же порядке, как сняли, и тоже провязываем лицевыми. Две лицевые, следующие по порядку, снимаем на булавку и оставляем перед вязанием. Провязываем 2 лицевые со спицы. Затем возвращенные петли с булавки тоже провязываем лицевыми. 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные и 2 лицевые кромки. Восьмой ряд четный, как и все изнаночные ряды, по умолчанию, как смотрит вязка. Первые 2 петли снимаем, не провязывая нить перед петлями, а затем над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Девятый ряд без перевитий. Первые 2 снимаем,
2 изнаночные, 1 скрещенная, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые кромочные. Десятый изнаночный, как смотрит вязка. Дальше, согласно схемы, узор повторяется с первого ряда, но это дело выбора. Если вы хотите, чтобы фрагменты рисунка в высоту между перевитиями были чуть длиннее, то выберите этот вариант. Данную повязочку мы вывяжем с одинаковыми интервалами, поэтому будем повторять, начиная каждый мотив с третьего ряда схемы. Следующий ряд нечетный лицевой, по нашей схеме третий. 2 первые петли снимаем, 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, меняем местами 2 пары петель с наклоном влево, следующие 2 пары петель меняем местами с наклоном вправо, две изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, последние 2 лицевые. Четвертый ряд, как смотрит вязка. Пятый и шестой тоже по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. В седьмом ряду делаем перевитие. Меняем местами первые 2 пары петель центральной полосы из 8 петель с наклоном вправо. Следующие 2 с наклоном влево. Закончим ряд по рисунку. Две кромочные лицевыми. Восьмой, девятый и 10 ряды провяжем по рисунку, как смотрит вязка. Будем повторять узор по схеме, начиная с третьего ряда. Примеряя, вывяжем повязку на нужную длину. Для совпадения рисунка желательно, чтобы она закончилась после вывязывания 8 ряда. Повязку можно завершить закрытием ряда
и сшить края с изнаночной стороны, а можно оставить незакрытым последний ряд, снять его со спицы, отплести первый ряд наборного края и соединить открытые петельки начала и конца трикотажным швом. Выполним второй вариант. Прежде чем оставить петли открытыми, чтобы они не убежали, советую слегка отпарить эти фрагменты вязания горячим утюгом. Причем петли последнего ряда вязания прогладим прямо на спице. Но делать это нужно аккуратно, так как не каждая пряжа терпит влажную тепловую обработку. Затем отплетем нить наборного края, освобождая петли начала. Снимем со спицы петли последнего ряда вязания и при помощи гобеленовой иглы соединим петли краев трикотажным швом. Стараясь воспроизводить лицевые и изнаночные петли, восстановим сплошной рисунок. Дело это довольно кропотливое, но результат того стоит. Спрячем хвостики с изнанки . Мы добились нужного результата. Повязка сплошная, рисунок идентичен.